Зима недаром злится, прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонит со двора. Это отрывок из стихотворения Пушкина «Весна». А к теме нашего видео относится то, что пришла весна, пришел сезон огородов, и то, что нужно делать весеннюю вспашку огорода. У меня, соответственно, стандартные 6 соток. Как вы можете видеть, я вчера делал уже предварительные пробный, скажем так, заезд, там регулировочную работу, смотрел наличие ГСМ, там смазанные участки, наличие то, что не смазаны или нет, есть топливо или нет, там вот тяги работают или нет. И вот что, собственно, у меня получилось, то, что я интересно обнаружил. Посмотрим сегодня. Итак, смотрим, значит, у меня что? У меня, как вы видите, вот ремень сцепления, или назовем его ремень газа, он у меня износился. Отходил мне прошлый сезон, позапрошлый я что-то его плохо помню. Но смысл в том, то, что я помню по книжке по эксплуатации, по данному мотоблоку, там написано то, что осуществляя техническое обслуживание или просто осмотр мотоблока нужно делать каждые 25 или 50 часов. В моем случае то, что у меня не вырабатывается это моточасы за сезон. Поэтому у меня получается как растягивается на 2 сезона. Ну хорошо, даже не в этом суть. Суть то, что меня беспокоит, то, что я достаточно часто меняю ремень. И вот я посмотрел, поспрашивал, поинтересовался, из-за чего может быть. Вариантов достаточно, ну, скажем так, не особо много. Есть свои, скажем так, подводные камни. Вот, собственно, рассмотрим. Значит, мне вот подсказали то, что может быть нарушена соосность, то есть так, не очень хорошо. Вот, значит, имитируем как бы траекторию ремня. Вот, смотрим. Так-то вроде он как бы на одной оси. Я его и так пробовал, и вот так пробовал. Ну, скажем, вроде как на одной оси. Но меня все равно беспокоит, получается, вот это колесо. Ну, вроде бы как оно вот в допуске, как бы люфтик такой, конечно, должен быть, и спору нету. Вот. Потому что, как мне объяснили, даже если дело не в самих вот осях, то дело может быть, скажем так, в двигателе, потому что рама, соответственно, отдельно, двигатель, соответственно, отдельно. И вот, получается, соответствующими креплениями, вот, да, получается, вот, соответствующие крепления, они от времени имеют свойство, ну как сказать, не в том, что разбалтываться, а смещаться со своей оси. То есть двигатель может быть не прямо, а вот как немножечко боком идти. Соответственно, вот эта ось относится к двигателю, вот эта ось относится к раме. Сейчас посмотрим. Но заменить-то, понятное дело, заменить. Мы, это получается как вот лечим симптомы, но мы не выясняем причину. А я хочу именно выяснить причину. Потом, значит, на что хотел бы еще обратить ваше внимание, то, что, да, прошу прощения, то, что я не показал сам процесс вот установки ремней, но тут, в принципе, ничего сложного. Ну тебя нахрен. И тебя туда же. Нам в основном нужно вот это, скажем так, колесо снять, чтобы не только вот задний, получается, сделать монтаж-демонтаж ремня заднего хода, и чтобы было проще сделать монтаж-демонтаж ремня переднего хода. Вот, потом в процессе, на что я обратил внимание, вот это как, получается, защитный кожух, в кавычках. Вот на что обратить внимание, то, что я увидел следы износа. То есть это получается, он тоже на это влияет. Понятия не имею. На какой степени износа. Потом вот сейчас вот смотрю. Ну, так, вот сейчас вот смотрю. Так-то он нигде ни с чем не соприкасается. Тогда возникает вполне логичный вопрос. Из-за чего же он тогда изнашивается? Здесь это у нас муфта сцепления получается. Это муфта сцепления. А здесь, ну, некая история была. То, что пружинка лопнула, и вот кустарным способом нарастили. Вот эта пружинка, она нужна, чтобы оттягивать вот это сцепное колесо. Итак, значит,
записываю уже видео после того, как сделал некоторые как ремонтные или технологические работы. Когда дело сделано, можно расслабиться. Вот, значит, вам может показаться то, что как такового ничего тут не изменилось. То есть вот я сейчас вот рычаг вот этот немножечко геометрию вытянул, получается. Вот, вот сейчас это натягиваю вот ремень. То есть вот натяжка есть. Думаю, видно. Здесь, вот здесь вот уже вполне такое видно. Вот, то, что рычаг я сделал немножечко как гнутым. Но гнуто в каком плане? Опять повторяюсь. Чтобы, ну вот так, вот здесь, ну может быть это еще незаметно. Тут незаметно. Так, чтобы вот здесь, чтобы вот здесь вот исключить такую возможность, перетирай. Но, скорее всего, это уже вопрос не к этому рычагу, а уже к этому колесу. Вот, но смотрите, в чем прикол. Так, вот, значит, получается, он поступает вот сюда. Поступает сюда. Он, получается, упирается вот сюда. И у нас, может быть, не особо тут что-то и меняется даже. Вот, но чтобы он как-то в теории, получается, упираясь вот в этот, то есть вот в противоположный бортик, да, он, получается, вот шел, и получается, как немножечко упирался вот в этот бортик. Таким образом, он вот делает круг, и уже вытягивается вот сюда. То есть вот смысл примерно в этом заключается. Но, скорее всего, на практике такого не будет. Ну ладно, как бы не страшно. Здесь, конечно, вот есть зазор, но в процессе он будет ходить туда-сюда. Скорее всего, вот тут тоже нужно какие-нибудь такие шайбочки поставить. Вот я имею в виду вот с этой стороны. А может и не надо, посмотрим. Практика покажет. Вот, это все в теории. Так, еще раз повторюсь. Вот здесь, значит, тоже. Сейчас постараюсь сделать зазор. То есть вот, то есть имитирую. Вот если сейчас вот, грубо говоря, тут закрепляю, у меня образуется вот здесь вот такой вот зазор, из-за чего возможно тоже перетирание. Вот. Сейчас установлю, посмотрим, как будет работать. И что еще хотел бы сказать, то что вот это вот защиту кожух, вот сколько уже сезонов работаю, я вот заметил то, что вот лично мне вот в моих условиях, вот на моем огороде, не особо что-то там меняется. Ну, может, конечно, вот здесь вот пыль, грязь, там, грубо говоря, щеточкой или воздухом под давлением прошелся, да и просто потоками ветра его обдую, и он тут все отлетит, и нормально все будет.